Здоровье напрямую зависит от чистоты организма. Чистота организма зависит от того, чем и как вы его питаете. Заряд клеток, или другими словами их живость, также напрямую зависит от степени живости вашего питания. Привычный рацион среднестатистического человека состоит из продуктов, приготовленных на огне. Это мертвая пища. Живая пища, напротив, та, что не подвергалась тепловой обработке. В природе никто, кроме человека, не готовит себе еду на огне. Вареная пища способна лишь поддерживать существование. И это не достижение человеческого разума, а его фатальная ошибка. В вареной и консервированной пище практически все полезные вещества превращаются в неорганические, мертвые. Органические вещества отличаются от неорганических на квантовом уровне. Усваиваются только органические живые микро- и макроэлементы, содержащиеся в живых, невареных растениях. Что происходит с теми веществами, которые не усваиваются? Организму приходится их как-то выводить. Однако нагрузка столь велика, что он просто не справляется. Природа не могла наперед знать, что одно, а точнее единственное из живых существ на планете вздумает превращать живую пищу в мертвую. Наблюдается странная картина. Люди прилежно соблюдают наружную гигиену, а о внутренней мало кто задумывается. Между тем, в теле обычного человека находится целый склад мусора. Его не видать, но по весу наберется несколько, бывает, десятков килограммов. Выделительные системы не успевают избавляться от отходов и вынуждены рассовывать всю эту грязь куда только возможно. В результате тело начинает быстро засоряться и походить на старую сантехнику, которую никогда не чистили. Резервы у организма огромны, поэтому человек иногда умудряется продержаться до 70, а то и более лет. Однако всему приходит конец. Уже находясь на середине жизненного пути, все люди начинают испытывать последствия зашлакованности, болезни, избыточный вес, вялость, да и вообще силы уже не те, и все не так, как было раньше в юности. Существует один фундаментальный принцип, истинность которого, в силу его простоты и очевидности, не может быть подвергнута сомнению. Живой организм должен получать живую пищу. В советское время в некоторых областях России среди колхозников была заведена такая практика. Утром они уходили в поле на весь день, а возвращались только вечером. И если дома никого не оставалось, они с утра ставили котелок с кашей и борщом в нагретую печку, чтобы к приходу все было сразу горячим. Там, где было так заведено, люди жили очень недолго и рано умирали по непонятным причинам. Причина, однако, вполне очевидна. С каждым новым подогревом пища становится еще более мертвой. Еще один важный вывод сделал доктор Эдвард Хоуэлл, один из основоположников системы естественного оздоровления. Его открытие состояло в том, что главным компонентом, отличающим сырую пищу от той, которая прошла кулинарную обработку, являются ферменты, энзимы. Он установил, что эти единицы измерения жизненной энергии разрушаются при температуре выше 41 градуса Цельсия. Почему же он дал им такое высокое звание — единицы измерения жизненной энергии? Ферменты — это вещества, которые делают жизнь возможной. Они необходимы в любой химической реакции, протекающей в нашем организме. Без ферментов вообще бы не было никакой активной деятельности в живом теле. Это рабочие, которые выстраивают организм, подобно тому, как строители возводят дома. Питательные вещества, витамины, минералы являются только строительным материалом. Все движение на стройке обеспечивается именно ферментами. Ферменты состоят из белковых транспортировщиков, заряженных энергией, как в электрической батарейке. Откуда наш организм берет ферменты? По всей видимости, мы наследуем определенный ферментный потенциал при рождении. Этот ограниченный запас энергии рассчитан на всю жизнь. Это все равно, как получить определенный стартовый капитал. Если его только тратить, наступит банкротство. Точно так же, чем быстрее вы израсходуете энергию ферментов, тем скорее истощится жизненная сила. Когда вы достигаете такого момента, при котором ваш организм больше не способен производить ферменты, ваша жизнь заканчивается, батарейка садится. Употребляя пищу, подвергшуюся тепловой обработке, люди беспечно растрачивают свой ограниченный запас ферментов. Как считает доктор Эдвард Хоуэлл, это является одной из основных причин всех болезней, преждевременного старения и ранней смерти. Сырые продукты содержат свои ферменты, которые позволяют осуществлять аутолиз,
Пища усваивается легко, потому что главным образом варится сама в собственном соку. Академик Уголев проводил характерный эксперимент. В один стакан с желудочным соком он помещал вареную лягушку, а в другой — сырую. Сырая растворялась полностью, а вареная только немного деформировалась поверхностно, так как ее ферменты уже были мертвы. Так вот, если вы едите приготовленную пищу, лишенную ферментов, организм вынужден отвлекать свои резервы для ее переваривания. Вот это и ведет к уменьшению ограниченного ферментного потенциала. Представьте, что вы решили затеять в своем доме капитальный ремонт. Есть два варианта развития событий. В первом случае вам завезли необходимые материалы, свалили все в кучу и уехали. Вам пришлось самим браться за дело и потратить очень много сил и времени, чтобы выполнить всю эту тяжелую работу. Во втором случае вместе с материалами приехали строители и сами же все сделали, а вы в это время отдыхали и занимались собой. Именно такая разница существует между питанием обработанной пищей и употреблением сырой. Когда человек ест вареные продукты, все жизненные силы направляются на трудоемкое дело переваривания. Ферменты, эти рабочие, которые должны быть заняты своими прямыми обязанностями, очищением и восстановлением живых тканей, вынуждены все оставить и выполнять несвойственную для них работу. Им больше некогда заниматься организмом, и он приходит в запустение. Вы можете представить себе такую ситуацию, когда люди вдруг перестали ходить и сидеть спокойно, а принялись носиться как ошалелые, несмотря на страшную усталость? Точно так же различаются режимы работы организма сыроеда и обычного человека. Один спокойно прогуливается, а другой бежит вечный марафон, пока не упадет в бессилии. Итак, подведем итог. Организм человека подобен батарейке, живет до тех пор, пока заряд не иссякнет. Когда вы питаетесь пищей, прошедшей тепловую обработку, заряд расходуется очень быстро. Но если в ваш рацион входит только живая пища, батарейка почти не садится. Представьте, что у вас есть фонарик, который вы очень редко включаете. Батарейку можно не менять годами. А если он у вас горит постоянно, сами знаете, что надо делать с таким же постоянством. Вот только вашу личную батарейку заменить невозможно. Она сядет, а вы тихо погаснете. А ведь можно вернуть прежнюю бодрость и даже обрести такое здоровье, какого у вас никогда не бывало. Но для этого потребуется превратить мертвую кухню в живую. Что у вас там? Плиты, кастрюли, сковородки? Если вы захотите взломать время и перевернуть песочные часы своей жизни, то скоро все эти приспособления для умерщвления продуктов исчезнут с вашей кухни.